что такое идти против Путина? Немного есть опасения. К народному депутату РСФСР. Живем хорошо, свободно и богато. Россияне не любят работать. Американцы войну затеяли. Всю Европу освобождали. Все довольны, да. Даже когда в холодильниках у них станет пусто, ничего, они не проснутся. Гадно. Что россиянам мешает жить лучше, богаче и свободнее? Дураки. Дураки. Какие дураки? Ну какие? Что тут? Дураков много разновидностей. Совершенно точно. Особенно молодые дураки. Да. Некоторые руководят и думают, что они очень умные. И таких назначают очень часто. Ну, что можно сказать? У нас пытаются там, есть умные молодые, но их очень мало. Девчонки, не знаю, не скажу. Хотя мозги напрягать после работы абсолютно неохота. Извините. Думаю, ничего не мешает. Нормально живут, а кто говорит, что плохо живут? Хорошо живем. Да. А вы как думаете, что россиянам мешает жить лучше, богаче и свободнее? Россияне не любят работать. Здесь только иммигранты работают. Они только думают отдыхать, поэтому мешает им лучше жить. Нежелание. Желание что делать? Ничего. Лень. И что же будут делать россияне дальше с ленью? А ничего. Так и будем существовать? Кто существует, а кто и не. Нормально живет. Что мешает? Россияне сами себе мешают. Жить лучше, богаче и свободнее. А каким образом? Каким образом? Самым обыкновенным. Меньше всем помогать, а больше думать о стране, о своей. Всю Европу освобождали, а теперь все забыли. Сколько наших там отцов, дедов полегло. А теперь мы всем враги стали. Вот что нам мешает. Я не буду называть страны, чтобы вы меня поняли. Правительство. И что делать с россиянам? Пока ничего. Пока мы ничего не можем сделать. Вы это прекрасно сами понимаете. Ну, еще наша зависть. Знаете, национальное чувство – это у нас зависть к кому-то и ненависть к кому-то. Кому не надо ненавидеть. Как вы думаете, вообще проснутся ли россияне? Ну, наверное, проснутся. Тогда, когда им совсем хреново будет, проснуться. Я думаю, проснутся. Те, кто спят. А может, вот до этого вы подходили. Такие точно не проснутся. Есть люди, которые не Как вы проснутся. думаете, достойна ли нация к существованию, если она проснется только тогда, когда у них в холодильниках станет пусто, а не из чувства сострадания? И Я думаю, что даже когда в холодильниках у них станет пусто, ничего, они не проснутся. Настолько у них мозги забиты из-за, не знаю, уже я не знаю, как это назвать. Я, честно говоря, вот в феврале не думала, что 80% людей, вот, ну, как бы, знаете, да, что они имеют такое мнение. А потом я поняла, что реально это так. То есть я была в шоке, честно говоря. Поэтому не планируете уезжать? хотелось бы, но пока нет. Ну, все упирается же у нас в финансы. И в возраст. У меня возраст. Наверное, если бы я была бы моложе, то я бы и не посмотрела на финансы, честно говоря. Не знаю, нам ничего не мешает. Живем хорошо, свободно и богато. Ничего не мешает. А что ж тогда не живем? Только живем, почему не живем? Кстати, все хорошо у нас? Кто не живет, конечно, все замечательно. Ничего. Согласна. Вы считаете, и так все хорошо? Если захотеть, Человека. то да. Помогает жить? Мешает жить? Лень. Просто лень. Человеческая. Плохая работа. Низкая заработная плата. А вы как думаете? Какой вопрос был? Что мешает россиянам жить лучше, богаче и свободнее? Возможно, низкий уровень образования. Плохая работа, маленькая заработная плата, низкий уровень образования. Кто во всем этом виноват? Довольно хороший вопрос. Прям так нельзя ответить на него. Боитесь? Да нет, просто, опять же, слишком такой сложный вопрос на самом деле. Требует дискутировать его. Немного есть опасения. Мы и так живем лучше, богаче и свободнее. А как вы вот относитесь к тем, кто не согласен, что мы вот так хорошо живем? Не встречал таких. Все довольны? Все довольны, да. Вообще все? Все. И ничего не хотят менять? Довольны? Ничего не хотят. А вы недовольны? Мы недовольны.
первый раз встречаю таких людей. Вот видите, может, мы первые, а затем будут и вторые, и третьи. Ну, вас двое, значит, первый и второй. Уже? Скоро третий? Считайте. Ничего не мешает, кто работает, тот живет. Вы хорошо живете? Да, И все вас устраивает? да. Я не знаю. Я тоже не знаю. Что россиянам мешает жить лучше, богаче и свободнее? Спасибо, я, пожалуй, откажусь от ответа. Я думаю, корреспонденты. Думаете? А чем они-то виноваты? Ну вот стоят люди, разговаривают, тут подходят корреспонденты. Вот как вы думаете, помешали они им или нет? Жить богаче и свободнее, думаю, нет. Я думаю, что да. Вы же не знаете, о чем мы разговаривали? Не знаю. А вам очень сильно корреспонденты мешают? Солидарен. Вы знаете, что я не готова. У каждого свое, я не готова ответить. Что мешает нам жить свободнее? То, что творится у нас в стране. И за рубежом. Извините. Как вы думаете, сможем ли мы здесь что-то поменять? Очень надеемся. Мы, пожилые люди, очень надеемся, что мы вернемся в те советские времена, когда было спокойно. Все зависит от самих россиян? Нет. Ну вот вам что-то мешает? Нет. Все хорошо у нас. Американцы. А они чем мешают? Хохлы. А чем они мешают? Войну затеяли. Гады. Так хорошо живем. Мы не знаем. А что делать? Мы не знаем. А вы как думаете? Владимир Владимирович молодец. Сами они, если захотят, то все смогут. Все. Как вы думаете, почему никто не хочет? Ну, они ленивые очень. Ну, сложно сказать, понимаете. Тут такое дело. Кто захочет, тот и поднимется вверх, у него все будет хорошо, он будет жить, как вот, как пример вам привести, ну, как захочет, в общем, если захочет. Провокационный вопрос. Наверное, лень. В первую очередь лень. А так жаловаться не на что. Не так мы плохо живем, как кажется со стороны. Как вы думаете, что хорошего в жизни вот у молодежи сейчас в России? Какие перспективы? Нет, а чего молодежи плохо в России, скажите? Образование дает. Образование – это самое главное. А где им работать потом? Как где работать? Вот плохо, понимаете, что раньше трудоустроили, а сейчас молодежь не трудоустраивают. Мне кажется, это все доходит умом. Это все доходит умом, доходит головой, доходит, понимаете, тем, что как человек самообразовывается, как молодежь самообразуется, как в семье им что дают. Если им в семье дают жизнь такую, чтобы он себя вел свободно. Ведь они не понимают свободу, как вам сказать, как свободу, то, которая должна быть. Им кажется свободной что? Пойти в кафе, пойти еще куда. Все это, мы же это тоже переживали в молодости. А как вы относитесь к тому, что вот сейчас нельзя свободно выражать мнение, там, вот, почему? к оппозиции, что Нет, все в тюрьме? Как вы к этому относитесь? Тюрьме? В разных СИЗО, в разных тюрьмах сидят. Ведь сидят в СИЗО кто? Сидят? Тот, кто этого заработал. Вопрос, давайте будем говорить. Ну, как вы считаете, стоит ли сажать людей, которые вот выступают против Путина, а хотят каких-то перемен, какого-то другого президента? Нет, я думаю, за это не надо сажать. А то, что другой президент, мы много пережили президентов, много пережили всего. Но я хочу сказать, нашей молодежи не дали воспитание того, какое положено. Какого воспитания? Воспитания нравственного. Что такое идти против Путина, идти против кого-то? Прежде чем идти против кого-то, надо быть достаточно, понимаете, понимать ту ситуацию жизни, которая есть. Мы же живем с вами по ситуации, согласитесь. Вы же не пойдете выступать против кого-то, не зная человека, не зная, что будет дальше. Все же надо предвидеть. Смотря к кому вы обращаетесь. К вам как вот к человеку, гражданину? Гражданину какой страны? России. Я иностранец Российской Федерации. Вы не хотели бы уехать отсюда? Нет, это моя родина. Я не могу отсюда уехать. Я как гражданин Союза Советских Социалистических Республик
Говорю, что надо возвращаться к копному праву на основании Конституции, которая до сих пор действует, 1977 года. К народному депутату РСФСР. Дальше что? Так уже как 30 лет, как не Вы в РСФСР. этом сильно уверены? Нет, вы Пожалуйста. знаете, глядя на действующую политику в нашей стране, я уже ни в чем не уверена. Поэтому все-таки что мешает всем жить лучше? Образование людям надо давать хорошее, а не то, что английское или американское, которое дают сейчас. Это раз. Во-вторых, у нас нет сплоченности, у нас нет трудовых коллективов, у нас нету ничего. Все большие фабрики разрушены.